Так, ну что, всем привет, Xiaomi 15 Ultra, фронталка, и это начало поездки в Армению. На основной модуль переключаться нельзя, подписывайтесь, здесь много подобных тестов. К слову, на основе есть 4К 120 FPS, это у нас ультраширик, это X3 и это X4.3. Я слегка, как говорится, в пробке. Ну что, аэропорт, фронталка. И основа 4К 60 FPS, ультраширик. Смотрите, как будет переключаться на основу. Телевичок. Еще. И вот так X30 максимум. Очень даже неплохо, вы ощутите, где я. Паспортный контроль пройден. Спускаюсь вниз. Попытки взять такс-фри за смартом. Короче, я супер неудачник, забыл, что надо в такс-рефанде сначала одну печать поставить, а потом уже для товаров дороже, чем $500, а потом уже внутрянку. Ну, я еще раз куда-нибудь слетаю и надеюсь, что могут вернуть. Посмотрим. Ну что, самолет. 4К 60 FPS. Страшновато чуть-чуть слышать арабский голос в самолете. Но ко всему привыкаешь. X3, X4, основа. Вот так выглядит карта в SkyTime. Это специальная штука, когда ты летишь, получается, аэроарабика. Тебе не дают ЖК экрана, но тебе дают номер к Wi-Fi, и ты можешь использовать сайт. Соответственно, смотреть, как летишь, фильмы и пользоваться кафешкой, если хочешь потратить средства. Кстати, плюсом в карму USB-шник работает. Вот так. 7 часов радости. Долетел. Шикарность. Если не сравнивать, да? X3, X4.3, ультраширик. Снова. Это 4К 60 FPS. Если вы снимаете в 30 FPS, все еще весело. Все, финал, как говорится, для первого аэропорта. Аравалс. Очень все беленько и прозрачно. Так, это 4К 30 FPS, а вот это 4К 60 FPS. Вполне возможно, разницу вы не видите, но она, как говорится, есть. Вот такой вот лаунж, бесплатненько. Насчет того, что беспокойтесь, если что в Дохе будет лаунж забит. Нет, мест здесь очень много. Не забит совсем. Нравятся мне местные кофемашины в лаунже. X2, X3. Сразу есть Flat White. Это еда, кстати. Напитков немного. Это вам не 5-звездочный, не 4-звездочный отель. Но все равно, кстати, что-то есть. И соки есть. 4К 60 FPS. Вот здесь еда меняется, наверное, каждые 5 часов. В зависимости от времени. И кофемашины стабильно выходят из строя, кстати. Еще одна вышла. Зато вид классный. X3, 4.3. Что после часов, получается, 10 ожидания, поездка. Первый раз я вокруг самолета. Прям хаос по заходу. Но проверяют довольно странно.
ультра. Хотел подснять, а что из самолета Арабия. Ну все, я в Армении. Как всегда меня мурыжили, потому что очень много с моей фамилией типов, которые чего-то там нарушают. Но лицо другое. Фамилия, имя на постсоветском пространстве распространенная. Ультраширик. Жду багаж. Сумка по 15 баксов на месяц, безлимитка. Карта МИР. Аэропорт довольно, кстати, приличный. Небольшой, но по ощущениям покруче и поприятнее, чем аэропорт в Сербии. Несмотря на то, что в Сербии мне безумно понравилось. Несмотря на сейчас положение в Сербии. И все знают русский. Симки дешевые, все просто, быстро. Единственное, помните, что здесь в основном работает схема, что если ты меняешь деньги, лучше менять деньги там, где спрашивают паспорт. Если у тебя настоящие деньги. Так, ну что, здесь прям все очень колоритно, красиво, самобытно. И увидите потом, от аэропорта до моего жилья ехать 20 с лишним минут. Яндекс.Го работает, карты российские работают все. Ну, здесь надо не через окно снимать автопарк, а уже когда я благополучным образом выгружусь. Вот такие красоты открываются из такси X3. Очень все атмосферно. X4, 3, телевичок. Ну и все максимально плавненько. Ну-ка, автофокусы. Нет. Долго. Надо дальше держать. X3, X2, X1, X6. Ну-ка, давайте зум оптический посмотрим. И цифровой, гибридный X30. Ну, очень серьезно. Смотрите. Ультраширик. X7. Прям очень красивый ультраширик. Не передать вам площадь эту. Очень круто. X1. X3. Конечно, строительство очень хаотичное. Ультраширик. И поход в гостишку. X3. Так, вот здесь я, скорее всего, буду жить. Здесь iCenter AM, здесь биткоин. Я не знаю, что это такое, но... В общем, весь город вот в таких вот кафешках с абсолютно адекватными, кстати, ценниками. Еще одна площадь, это прям центр и... Ну, вы поняли, местами грустненько. Снимать, конечно, есть чего, X3. Но вот такое в центре, оно у меня, не знаю, ассоциируется с каким-нибудь Мончегорском 90-х годов. И такого много, к сожалению. Номера все практически местные. Кстати, вы видели недавно номера русские. Очень хаотично все понастроено. Очень, прям мега. Но... Вот, да, я говорю, я не знаю почему, у меня в ассоциации даже Сербия появляется. Стаб на телевиках не идеально отрабатывает, движение не особо ты поснимаешь. Нужно, конечно, приостанавливаться. Вот таких перекрестков моря, я говорю, вот прям флешбэк, сербский флешбэк. И сразу азербайджанский флешбэк. Почему? Потому что очень много разных строений архитектурных, которые абсолютно бесконечно друг другу не подходят, но они хотя бы одной высоты, то неплохо. Вот там всякие достройки, подстройки и все остальное.
Достаточно в подобные места скататься. Колорит, конечно, вау, но чтобы понять, что многие города в России, они не так и хаотично застроены. А вот это уже опера, скорее всего. Кто-нибудь хочет сходить в оперу? 20 апреля. А подождите, а сейчас какой месяц? Сейчас март. Короче, здесь, скорее всего, не чистая вода опера, здесь еще и балет. Наверное, здесь все. Просто концертный зал, назовем это так. И X1, X3. Вот как я люблю говорить, спорт сила. Всегда надо в юности прокачаться, чтобы потом в зрелости, когда видеть вот такие вот ступеньки, не думать, я там умру. Нет, я думаю, что я там умру, но я не думаю, что я умру окончательно, и у меня будет еще возможность завтра побегать по подобным же штукам. Но в целом вот так будет выглядеть ваша тревельная тема. Любые пешеходные штуки самое веселое, мне кажется, в любых поездках. Ходишь по городам, смотришь, как что выглядит, и это классно. Для этого же и летаешь куда-то, правильно? 4К 30 FPS, основа. Ультраширик — это вот первое место, где можно что-то поснимать. Единственное, фонтаны не включены, зато есть охрана. Симпатично. Вид классный, конечно. Верхушка все ближе и ближе. X3. 4.3 телевик. И ультраширик. 4К 60 FPS, основа, ультраширики. И вот так сможете снимать. X3, X4.3. Здесь, кстати, подниматься слегка страшно, вопреки всему. А вот дальше уже норм. Вот отсюда. И теперь вы увидите, какие здесь виды. Ультраширик. Как говорится, супер плавно. Супер плавно. Во время, конечно, в солнечное время нужно сюда ползти. Ну а в дождь будет вообще печаль. Совсем печаль будет. X3. Туда, наверное, не пойду. Ультраширик. И фронталка 4К 60 FPS. Вот так. Если еще раз туда сходить, сюда, с чем-то другим, напишите. Экспромт, только с Xiaomi. Это прям урбанизм уровня 100. Обратите внимание. Все очень красиво. Везде город, но пока не зелень. Ну, конечно, на фоне недостроек вот этой X4.3 телевик ламба выглядит довольно так же, как на фоне лачуг в Таиланде, Паттайе или в Маниле. Примерно вот такой же колорит. Ультраширик. Продать ламбу, доделать лестницу. 10 лестниц можно доделать в городе. Но вряд ли он на это пожертвует Lamborghini или она. К слову, по идее, это питьевая вода. Об этом я расскажу вам завтра, если вы не увидите этот ролик. Такие прикольные здесь есть рисунки у кафешек. Не менее прикольные у детских магазинов. Да и вообще, в целом, все очень даже приятно. Ну, смотрите, какой двор, да? Бэнкси нервно курит в сторонке. Воу. Переход подземный, совмещенный, мне кажется, с торговым центром. Есть такое у меня ощущение. Ультраширик очень не хватает перехода на фронталку. Мне кажется, в ультраширик надо уже просто делать какие-нибудь названия. Торговые центры Еревана, торговые центры Сербии, Дубая. В основном достопримечательности, да, как оформляются магазины, входы в них, выходы из них. Ультраширик.
И вот так он со светом будет у вас работать. Телевик X3. X4.3 телевик. Так, вот такой вот парк. Да. Если будете гулять здесь, будьте морально готовы. У меня уже один раз грамотно просили деньги и несколько раз неграмотно, но пока не агрессивно. Скажем так, во Вьетнаме у меня во время экскурсии намного агрессивнее просили, но здесь без экскурсий. Смотрите, как, видите, построено какое-то здание, непонятно к чему здесь оно. И рядом более-менее хотя бы в цвет здания. Но архитектурный стиль, конечно, разный, мягко скажем. Всего притом. Прям Баку в каком-то смысле. Вот эти все рестики, непонятно где напиханные. Но зато вкусно. Ну вот за такие штуки и за такие виды можно простить все, да? Сколько тут всего. Глаз просто с ума сходит. Что-то маленькое, что-то большое, что-то как в... Так, я не могу эти города называть, ну, в общем, как на постсоветском пространстве. Что-то современное, что-то совковское. Ультраширик. Вот он, супер крутой дом, и рядом вот это. Вот эти вот постройки волшебные. Как раз их видно из окна, кстати. Раньше в Краснодаре вот так было, но сейчас уже нет. Такой, кстати, ресепшн в кондике. И лифт. Ультраширик, дождь. Ночная съемка. Ультраширик. Основа. X3. Здесь, кстати, почти все говорят по-русски. X4.3. X3. И ультраширик. Вот, чтобы вы понимали, телевик, в принципе, я вижу чуть-чуть лучше, чем он показывает. Это X4.3, X3, X2, X1. Ультраширика, вот так переход. Переход, кстати, адекватный. Это вам не, помните, этот был? Honor, где просто переключение на ультраширик идет без перехода. Дождик, маленький сквер, парк. Вот так все. Надеюсь, меня не забанят за музыку. Ночь, дождик, Ереван. Очень напоминает Петербург, дождливый в такие моменты. И по освещению тоже. Там башня, видите? X4. Такой вот внешний вид ресторанчика. Ультраширик. И вот там бар где-то вдалеке. Вот так готовят еду. Я не повторю, что это такое. Вот это сыр, а это зелень. X4.3, X3, X2 это, считайте, оптический зум, X1 и ультраширик не буду включать. Основа пицца, как в родном Таиланде. Родная итальянская пицца. X3. Да, надо было лететь в Ереван, чтобы есть итальянскую еду. Это развалины древнего храма Армении. Мороженое, безе, крем и шоколад. Ну, чтобы вы были в курсе, я это дело не ел. Для протокола. Только наблюдаю. Так, вот такая погода вас, скорее всего, будет ждать в великолепном Ереване, если вы прилетите в где-нибудь в волшебном марте. Дождик. Еще один, как говорится, мини-день. X3, X4.3 и максимальный зум. Максимальный зум кружочком X30. Ну, смотрите, даже номер машины виден. Я, кстати, отсюда его не вижу. Очуметь. Вот это уже сила. Так что сейчас уже скоро я буду резюмировать. В плане видео мне он более-менее нравится. Вот в плане фото, посмотрите исходники, как правильно говорят их продавцы, ручками экспозицию, ручками. Вы смартфон за 100 штук покупаете не для того, чтобы он у вас автоматом что-то делал. Можно, кстати, гипотетически снять вот подобного рода отель, очень даже неплохой.
Но минус будет огромный. Я стою здесь, и вы думаете, меня не видят? Нет, меня отличненько видят. Вот так вот на первом этаже. А я там буду жить. Где-то. Где-то там скоро. Надеюсь. С того угла, по-моему. Но не факт. То есть в целом, если будете даже видите против солнца, динамического диапазона чуть-чуть не хватает. Это еще учитывая, что рассеянный свет здесь. То есть здесь никаких каких-то суперсложных моментов нет. Но снимает он неплохо. Так, ну и финал, резюмирую я. Этот смартфон у нас стоит сейчас на Алишке 85, притом Honor Magic 7 Pro 73 и 66, OnePlus 13 на 16512. Понятно, что это начало, понятно, что это старт продаж, понятно, что за 45 штук они их продали, что в ритейле вряд ли их столько продадут. Мне не понравилось их фото, как он делает фотографии, исходники по ссылке в описании в автомате. Кто-то говорит, допилит, я считаю, что ультру не допиливают, народ просто, как говорится, смирился с тем, как она фоткает. Телевики классные, переключение классное, лучше, чем в многих андроидах. На фронталку переключаться нельзя, есть 4К 120 FPS. Есть 8К 30 FPS. Если говорить про возможности видео, то они неплохие, мне они зашли, понравились, и оценивать, как всегда, вам. Если вам интересно, чтобы я с ним побегал, допустим, где-нибудь в зеленых местах, там, или в Токио, или на Бали, или в Бангкоке, напишите, я его себе оставлю. И сделаю еще один день там. Так же, как на Honor Magic 7 делал, помните, в Гонконге. Вот то же самое смогу сделать на этот девайс. Здесь никакой новой картинки вы не получите. Вот как сейчас вы видите, так и есть. Как отрабатывает микрофон, как отрабатывала стабилизация, зашла ли вам эта штука, пишите. Ну, прикольно то, что, говорю, народ очень сильно обращал внимание на этот смартфон. Он огромный. И если в одной руке у меня был iPhone, в другой этот смарт, все смотрели на него, что это такое с такой нереальной шайбой. К сожалению, никакую там навесную оптику на него не повесить. К сожалению, есть у него моменты неприятные по фото. Я повторяю, что лучшая мантра Xiaomi, это особенно тех, кто любит флагманы, что учитесь работать ручками. Ручками можно работать со смартфоном за 20 тысяч рублей, устанавливать туда Gcam и вот ручками работать. А в смартфоне за 100 фотографии я бы хотел, чтобы он делал все за меня. Идеальных вещей не бывает. Идеальная вещь это та, что у вас в ручках и то, чем вы пользуетесь. Поэтому, если вы его себе выбрали, ну хорошо, снимает он классно. Девайсу от меня однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Напоминаю, что на Алихе сейчас идет распродажа. Этот по 85, допустим, Poco X7 Pro по 21 700 был сегодня. А там тоже есть 4К 60 FPS, к слову. В 4 раза дешевле. Ну, похуже, но не в 4 раза хуже, мягко скажем. Если говорить про какие-нибудь, повторяюсь, его конкуренты, ну, Magic 7 Pro, OnePlus 13, все по съемке будет хуже, я считаю, но и все значительно дешевле. То есть OnePlus вообще на 20-ник, даже больше, на 30-ку, потому что здесь вы еще будете таможню платить. И когда разница в 30 тысяч, ты задумываешься. Honor Magic 7 Pro в каких-то моментах может быть даже лучше, но точно не по поводу переключения модулей камер, как вы помните. Здесь более-менее в Magic прям печаль. По удобству пользования все летает, интернет хорошо работает, связь держит отлично. Единственное, он безумно огромный, безумно. Если интересно, повторяю, чтобы я где-то еще сделал на него обзор вот такой же, пишите. Сравнивать в полноценном обзоре буду Xiaomi 16 Pro Max. Может быть, кстати, стрим сегодня-завтра я сделаю прожарки этого устройства, если здесь напишите, что вам это важно и интересно. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.